не представляете, нам отдают дорогой строительный инструмент. Большой промышленный пылесос и большую шлифмашину для того, чтобы мы могли в Германии работать как самозанятые по внутренним ремонтам. Нам написал наш зритель, который живет в Германии, что у него есть эти инструменты, и он может нам их подарить. И мы тотчас же собрались в дорогу, сели и поехали. Прыгнули в поезд и поехали. Но на пути нас вдруг осенило, друзья. Я посмотрел, сколько весит этот пылесос, сколько весит эта машина, какие у них габариты. Получается, пылесос около 10 килограмм. Машинка шлифовальная жирафа большая, она весит около 5 килограмм. И все это очень такие большие коробки. И как мы будем это везти на поездах, я просто не представляю. Короче, наверное, мы погорячились. Мне кажется, это какая-то афера, друзья. Но мы уже на полпути. Мы сейчас находимся в городе Хайдельберг на вокзале. Нам еще предстоит 3 пересадки. Вообще наш путь это 500 километров в одну сторону, 8 часов дороги на поездах. И, честно говоря, я не представляю, как мы это будем волочь назад таким же самым образом. Деваться уже некуда. Поэтому приглашаем вас вместе с нами продолжить эту поездку, посмотреть, что с нами будет. Тем более, что город Дортмунд обещает быть интересным, и там мы хотим познакомиться с тем человеком, который отдает нам эту технику, и он может нам рассказать очень интересные вещи про эту деятельность в Германии. Он сам самозанят и занимается тем, чем мы хотим заниматься, и я думаю, он нам расскажет всякие подробности, как это делается, что для этого надо, в общем, все нюансы. Конечно, если бы мы просто ехали забирать инструменты, то, возможно, не стоило бы так делать. Можно было просто попросить человека переслать их нам по почте. Наверное, так было бы проще. Но мы хотим пообщаться с этим человеком, поскольку он занимается тем видом деятельности, который мы хотим для себя открыть в Германии. И мы хотим узнать все подробности и, естественно, поделиться с вами этой информацией. В Германии есть такое понятие «Trockenbau». Это работы, которые не требуют мастер-бриф, то есть не требуют лицензии. И ты можешь это делать своими руками, просто указав это в своем Gewerbe. Так мы и хотим сделать, но мы не знаем нюансов, мы не знаем, сколько люди зарабатывают на этом. Подводных камней, насколько это сложно, где искать заказчиков, да, как вообще вести бухгалтерию в этом плане. Поэтому надеемся, что человек, который нас пригласил, он нам расскажет эти все подробности. Я не знаю, станет ли он сниматься на камеру, может быть, мы не сможем его показать, но то, что он нам расскажет, мы вам тоже расскажем. Ну вот, наконец, мы и в Дортмунде. Приехали на этом вот поезде. Почти 9 часов пути, и, наконец, мы в Дортмунде. Сейчас уже выходим с вокзала, но нам уже позвонил человек, который отдает нам оборудование. Он сказал, что давай встретимся сейчас возле ресторана «Компот». Я вот забил в Google ресторан «Компот». Он сказал, что это украинский ресторан. В общем, начнем с ресторана. Да, надеюсь, он недорогой. В общем, сейчас идем на встречу с ним, будем знакомиться и узнавать все подробности жизни и работы здесь, в Дортмунде. Дортмунд – это земля Северной Рейн-Вестфалия. Мы еще в этой земле никогда не были, и нам очень интересно. Первый раз нас занесло в эту сторону. Отличная погода, просто превосходная. Тепло, и сразу город мне нравится сходу, такой красивый. Как ты Класс. оцениваешь, да? Людей сколько? Живой такой, да, большой немецкий город. 600 тысяч населения в этом городе.
То есть он практически как Штутгарт. Ну, мы сейчас уставшие, конечно, я не Да. знаю, какие-то такие, как две мочалки. Ну да, почти 9 часов дороги это выматывает. Но мы поняли одну вещь, что ехать с 5 пересадками назад, с большими коробками, это будет очень сложно. Мы наверняка не сможем иногда втиснуться в толпу, потому что некоторые поезда были ну прям набиты. Смотри, мы сразу выходим и в центральную часть города. Шпиль церкви об этом говорит. Некоторые люди по-летнему одеты в шортах. Вот, кстати, так выглядит вокзал в Дортмунде. А мы одеты в зимних куртках. Сейчас такая неустойчивая погода. Сейчас вот жарко. Через полчаса будет холодно. Солнце зайдет и все. Странно. Мы можем поехать куда хотим, в какой-нибудь город, купить мороженое, ходить по улицам и магазинам, но в свой город поехать не можем. Но в свой город поехать не можем. Ладно, мы знаем, как быть, чтобы прошлое не догоняло нас на пересадках. Мы научились улыбаться нарочно, и кислое есть, будто сладкое. И кислое есть, будто сладкое. Странно. Все это странно. Ну все, мы пришли. Мы уже видим нашего Пошли. друга нового. Не будем пока его показывать, потому что мы не знаем, как он к этому отнесется. Но Но он уже здесь. он уже здесь. Привет. Добрый Да, день. я не снимаю. Добрый день, мы пока не снимаем. Да. Как ты вообще насчет съемок? Я как-то не очень. Не очень, да? А тут я просто подумал, может быть, они согласятся, это же украинское кафе. А. Там через улицу новая почта. Снимать там, да, или что? Или Ну что да, согласен? спросите. Вот это оно, да? Украинское кафе «Компот». Ну, чем-нибудь угостимся здесь. Алло. Уютно. Алло. Я здесь брал котлету по-киевски как-то, но я сейчас ее не вижу. А, не, есть. Блинчики, налысники есть. Давай покажи вообще все, что тут есть. Покажи. Так, слушай, ну меню большое. Я вот так вот сделаю несколько кадров, пускай люди потом рассматривают. И если они будут в Дортмунде, пускай заходят сюда, угощаются. Я так понял, это кафе популярно у немцев тоже, да? Вообще-то, да. немецком. Видишь, все на немецком. Слушай, мы подумали, мы наверняка в руках это не дотянем. 5 пересадок очень сложно будет, это же все-таки... Смотри, этот жираф, он уже в готовом чемодане. Да, он Большой сложный. То есть, сильно. ну вот он примерно вот такой вот Нормальный чемодан, такой. потому что он складывается. Да, мы да, знаем, да. что Да. такое жираф. Да, То есть у нас вот же он, есть. это одно, а пылесос, ну он по сути, он не тяжелый. Он, Громоздкий то есть просто, в да? коробке, да, мы можем там что-то, не знаю, какую-то ручку, или, ну у него есть как бы с торца, есть эти, чтобы нести. Я вообще ошарашена таким подарком, честно говоря. Да ладно. Класс. Нам мы как раз же хотим начать это все. Ну Как вот и бы у нас пригодится. вообще А что, думаете, я спасибо. иначе начинал? Я когда первую работу здесь в Германии взял, честно скажу, я взял у своей родственницы, занял денег, у меня их просто не было. Она мне одолжила 1000, Евро. да. Просто купил первую как бы сумку, они меня туда даже отвезли и все, и с этого по чуть-чуть начал. Сразу на объект, А если сразу я в бой, да. да. А это сейчас как бы вот этот вот жираф и пылесос, да. Сейчас я взял все от такой достаточно крутой фирмы, если знаешь такую фирму Flex. Нет. Мы даже фирмы такой не знаем. Болгарка, как называется еще? Flex. А кто придумал? Это они придумали? Да, это они вот придумали, так. это ихняя как бы, Крутая фирма, да, очень да. качественная. Вот эта обновка, короче, обошлась 2000. То есть это шлейф-машина и пылесос, Да. да, я так понимаю? Да.
Это говорит о том, что вы много зарабатываете. То есть деньги. Надо работать этим. Если бы еще финансант не сидел на шее. Ты вообще сколько занимаешься уже этим? Ну вот 5 лет. Как вот приехал в 2020 году, так я все время на Гевербе. И так как бы, ну, так по чуть-чуть как-то. У тебя ГВРБ, значит, это Трокенбау и акустика. Да. Ну, сухая стройка, так скажем. Все, что связано с гипсокартоном. Можно ли тебе с твоим разрешением на работу делать малярку, то есть тянуть шпаклевку на шум? Шпаклевать, да, шпаклевание это входит. Входит. Это входит в Жирафа Трокенбау. для Да. чёрки. А можно ли красить тебе? Или это нужно отдельно? Теоретически, наверное, нет. Нет, да? То есть на покраску все-таки Но нужно... Если вдруг. Но я могу, если я беру это через какую-то фирму, как субподряд, да, у них этот майстер-бриф есть, то есть они несут за это ответственность. Вот так. Поэтому легко. Но это то, что сейчас я делаю, я там все как бы, в принципе, это больше малярный объект. Поэтому пылесос, поэтому шлейф-машина. Да. Ага. А покраску чем вы делаете? Вот если красить надо, чем? Ну я крашу, Валиком? я валиком. Валиком Я красите. больше монтажник, чем маляр, поэтому как бы... Ну, мы бы хотели один борщ и Одну котлеты по-киевски. А я буду солянку. Нет, Нет, ей борщ, мне котлеты по-киевски. не солянку и 3 пива. То есть такой вот аппарат, да, чтобы пульверизатором как бы красить, да, он тоже где-то 2000 стоит, хороший. Опять же, да, если ты возьмешь 10 тысяч квадратов объема, да, Тогда есть то есть смысл. ты его отобьешь буквально за 2 дня. А если маленькие квартирки, то он совершенно не нужен, да? Нет. Если его запускаешь, его потом где-то, чтобы он там не засорился, там все эти форсунки, да, его где-то час надо чистить. Ой, ну это неинтересно вообще. Ну, Это нету сложно. смысла. Это надо только объемы брать, и такие там ангар взял там покрасить, да, или Вот, какой-то. вот, Вот вот. тогда есть смысл. Как оформить ГВРБ, я знаю, понимаю, Да. как открыть это все. Несложно на самом деле, в Радхаусе Да, просто пришел, заявить. да. Ну это как мы открывали, как- 15 минут. Как искать заказы и как договариваться, как выставлять счета и какая оплата у тебя сдельная или... Чаще всего сдельная. Бывает и часовая, бывает сдельная, да. то Это есть, договор составляется, да, на бумаге, или это на словах? Вообще, на самом деле, сильно настораживает, когда надо подписывать кучу бумаг. Знать юридический немецкий, да, или просто с человеком говорить, да, это 2 разные вещи. А если тебя хотят, извините, поиметь, да, тогда лучше такой договор, потому что ты всегда где-то будет какой-то пунктик, за который можно... Придраться и сказать, Да. все, не отдам деньги. Ну, как обычно. Если не хотят отдавать, они придумают. Да. Если есть договор, то это инициатива с их стороны, да, Да. и значит там наверняка что-то Да, такое да, прописано. там всегда будут какие-то подводные камни. Ну ладно, за встречу. Знаете, вы же как бы тоже знаете, да, что здесь есть Einkommensteuer и Gewerbesteuer. Я не знаю, вам его надо платить или нет, или пока нет. еще Мы нет. просто не достигли той черты, когда мы зарабатываем так много. Это налог на то, что у тебя в этом городе конкретно предпринимательская деятельность. Gewerbesteuer называется. Плюс-минус он где-то наполовину меньше, чем подоходный. А у меня, получается, его забыли за 3 года посчитать. Вот эта ситуация. Вот это Ну, поворот. я где-то смотрел, вы тут тоже как бы улетели, да? Да, ну я представляю, какая сумма. Я, наверное, там уже не... Не, но там было где-то 11 тысяч. Ну приблизительно. 5 лет, что я уже на Гевербе здесь работаю, да, это вообще на самом деле очень долго. Потому что чаще всего, когда вот приходят первые счета от финансанта, все сливаются, сразу закрывают. Но я вот этот 24-й год, да, я просто работал, чтобы отдать этот налог. Потому что я им, когда предложил 1000 в месяц выплачивать, они сказали мало. А сколько Мы хотим надо? 2. 2000 в месяц. Просто вот это, ну. Да, не считая, что тебе еще надо жить и на работу ездить. То есть они Вот давят за конкретно. жилье. Слушай, это как-то не вдохновляет на работу. Но я же как бы вот живой, сижу, как бы проще пойти на 8-часовую рабочую, на 8-часовой рабочий день, да,
и брать какие-то халтурки. Просто мне надо как бы позвонить, да, короче, в любую фирму возьмут, ну, где меня знают. А зачем я тогда все вот это как бы вкладывался, да? Я бы, честно сказать, я достаточно рассматриваю вообще вариант о том, что, может быть, где-то уехать, куда тепло. Это хорошо, эта идея нас всегда Это преследует очень тоже. хорошая идея. Но Там меньше платят есть- за эту работу, но там нет такой строгости. Та же Мальорка, Испания, да, поселился у них в отеле, живешь у них там, да, и ремонтируешь у них комнатки. И как бы И море, там, и когда у море них там по рядом. 500 номеров, да, ну, считай, ты, Прекрасно. не знаю, ну пару лет ты там можешь Работа спокойно... на пару да. лет есть, спокойно живешь на море, Виталий. То есть вы еще так раздумываете, уезжать, не уезжать, еще так. Но честно, больше к тому, что лучше уехать. Просто вот в том году, про что я говорил, когда мне вот этот прилетело из штата, да, я как раз до этого закрыл, не помню уже за какой год, у меня не был еще посчитан подоходный налог 7,5 тысяч. Боже, я представляю. Это я успел шок. закрыть, этого и хватило моих денег, что у меня на счету было. То есть счет остался пустой и сразу прилетело еще 11. Вот это да. Нет, слушай, это как-то... И моментально с этого момента они тебе начинают присылать финансам, да, Vorauszahlung, то есть Наперед. предоплату, Да, да. авансовый этот платеж. И когда все вот это складывается в одно, да, Это все, да, это крах получается. Но раз ты это все перенес, то у тебя вот получается поэтому идти и дальше. думаешь, да, не хочется как-то вот просто взять и все Ну бросить. да, все бросить, да? как бы на это. Ну, у тебя были проверки от финансов? Нет. Нет, проверок не было. Просто вот они забыли посчитать тебе налог. Гебельбестeuer, да. И это же их вина, они забыли. Ты не пробовал Они, судиться? нет, какой там судиться? Я туда позвонил, они сказали, у тебя есть бухгалтерская фирма, которым ты деньги платишь, это они должны были. Они виноваты, получается. Ну, типа того. Но все равно, но в конце-то ответственность несешь все равно ты. А бухгалтеру тоже ж платить надо, Да. да? Сколько? Если Точно не хочешь секрет. знать? Ну, приблизительно, ну пусть не Нет, точно. да, никакого секрета нету. 270 в месяц. А квартира тоже ж стоит. Ну вот я сейчас плачу чуть больше 800. Трехкомнатная или сколько? Двухкомнатная. Двухкомнатная. И страховка Шверзихеру. 500. 500. Просто я к чему веду, да, что вот когда мы вот начали про оборот говорить, да, получается так, что практически 50 заработал, 25 ушло. Половина денег по-любому уходит, да? Половина зарплаты. То есть сколько это нужно в месяц иметь, чтобы в Дортмунде прожить и половину отдавая? 5-6 тысяч, как, это как минимум. 5-6 тысяч. Не, ну на Ютубе сложно. Ну, Борщика кому? Танкішон. нет, це є. спасибо. Очень хорошее. Дякуємо дуже. Да. Спасибо. Дуже гарне пиво. Ми зацінили. Так, О, сніданочка. який борщик. Спасибо. Слушай, ну- Посмотрите, какая красота. Пампушки с чесночком, я так понимаю. Петрушка, сметанка. Ну вот это вы такой уже так борщ. уже привыкли к этим камерам, это Это ужас. Твоя солянка, хлебушек. сметана, зелень. Мгм. В общем, красиво уже. Сейчас будем пробовать. Ой, дуже дякуємо, дуже дякуємо. Туда не тороплюсь еще пока. Просто работает представляю. Да нет, ничего страшного, я уже как Слушай, действительно здесь Я вкусно тебя кормят. оставлю немножко. Все очень вкусно. Вов. Ну ладно, давай кусочек вяжи. Посмотрите, мы наелись всего лишь на 68 евро втроем. Себе всего лишь. Ну, это небольшая сумма. Всего лишь, а какой-то. Для троих это небольшая сумма, вот я тебе скажу серьезно. Все, мы уже попрощались на сегодня с нашим новым другом. Оказался очень приятный человек, так мило побеседовали с ним в ресторане. И договорились, что мы завтра подойдем туда, где он сейчас работает. А он делает ремонт в какой-то квартире здесь недалеко. А впереди вот это красное здание, это, по-моему, наш отель, в котором мы забронировали номер за 47 евро за ночь. Двуспальный номер с большой кроватью должен быть. Здесь можно перекусить, пиво попить.
Интересная такая людная локация. Это мы в центре города, все рядом, недалеко. Так, карта показывает, что мы уже практически пришли, нам чуть-чуть сюда пройти. Вот, главный вход в наш отель. Смотрите, какой помпезный отель, такой себе богатый. Я видел фотографии, там внутри вообще шик такой, модерн. Поэтому мы сейчас наверняка заселимся по-крутому. Вау, вот это да, ничего себе, посмотри, какие здесь люстры, интерьер такой. Слушай, мы во Капец. дворец пришли. Да. Я должен сам зарегистрироваться здесь как-то. Не знаю, что я должен ввести сейчас. Тут есть еще такие огромные полотна в стиле Сальвадора Дали. Стены все в граните, полы в граните, мебель рококо, все резное, старинное, какие-то шкафы древние. Сделано под старину. Слушайте, ну впервые я вижу такую систему. У нас ключ от номера в телефоне теперь. В телефоне, представьте. То есть нам не выдают карточку, нам просто установили приложение какое-то мы в телефон прямо сейчас вот тут на стойке регистрации. И ключ теперь у нас тут прямо вот. Надо будет прикладывать, как при оплате деньгами, я так понимаю. Электронный ключ. 14. Вот он. Мы его нашли. Ну что ж, пробуем. И ничего не происходит. О, замигало зеленым. Фух. Неплохо, неплохо. Свет есть. Чайник, Виталик. Чайник. А вот это Мы я- потеряли кипятильник, но здесь есть чайник. Супер. Виталик, счастлив. Посмотри, какая огромная кровать. Одна, Одна и большая. Да. большая. Вот это интересно. Это душевая. Причем смотри, какая стильная. Современная. Ты- Свет включается автоматически. Ух ты, она огромная. Я думал маленькая. И с окном. Не, это реально хороший отель. Два умывальника. Все. Я счастлив. Прыгаем в ванну. Как кровать мягкая вообще? Твердая. Твердая? Очень хорошая. Классно, да? Оказалось, у них тут прям телевизор встроенный в рамку. Ну, все шикарно сделано. Мне так неожиданно очень нравится. И знаешь, нравится на полу ковролин, не плитка. Теплый пол. Слушай, я не могу встать. Ну, конечно, мы сегодня устали бешено. Еще ехали целый день, а потом общались полдня. То есть это силы отнимает. Но вот в конце вот такой бонус у нас. Мы заселились в отель. Правда, с видом очень таким специфическим. Прямо на крышу и на окна этого же здания. И слушай, я сейчас посмотрел в банковском приложении, я всего-то заплатил 43 евро. Но там было написано, что доплата на месте около 4 евро. Но почему она с нас не взяла доплаты на месте? Я не Завтра понял. возьмет. Наверное, при выселении. Наверное, да. Что-то отключилось. Уже что-то сломалось. Доброе утро в Дортмунде. Идем уже с Ладой забирать пылесос и шлифмашину. Сейчас 7 часов утра, раненько. Нужно все это организовать, забрать. Посмотреть город. Да,
пойти на почту сначала, отправить это в наш город, потом пройтись еще, посмотреть, какой он, этот город, здесь хотя бы рядом с нашим отелем, с вокзалом. И все, уже ехать домой, потому что ехать, как вы знаете, почти 9 часов. Если мы затянем с этим делом, мы вообще не доедем сегодня. Вот. А посмотрите, мы проходим тут мимо дома, здесь висят ЛГБТ флаги на доме. Что это такое? И там живут люди с другой ориентацией, что ли, непонятно, или вообще это какое-то учреждение ЛГБТ. К чему они это вывешивают, я просто не понимаю. Я еду так рано, не ожидал. Слушай, ну спасибо огромное. Смотри, вот жираф, вот пылесос. Ого. Ага. Слушай, я тебе дам. Возьмешь это, обмотаешь крышку, просто бери с собой. У меня есть скотч, я с собой взял. Да ты что? Прозрачный. Я специально думаю. Хорошо. Ну и ты ее легко увезешь. И это, смотри, И там, ага. руки, ну попробуй. Das ist einfach mein alter Giraffe und alter Staubsauger. У него как бы остается наверху вот это в этом ящике. Внизу еще идет этот мешок для мелкого мусора. И сюда жираф подключается, да? Да. Там тоже подключаешь, и он включается пылесос, когда ты включаешь жираф. Ну класс. Ну все, не буду тебя задерживать. Это только, я говорю, это только то, что здесь вообще натаскано, это только чисто как бы по малярке. А я же в основном монтажник. Все, давай еще раз. Все, Все. все, спасибо, Удачи да. вам. И это. Ну, звоните. Хорошо. Не пропал. Нет, нет. Большое спасибо. Все, пока-пока. Пакет пригодился. Да, мы же. Все, счастливо. Все, удачного дня. Вот такой пылесос, ну ладно, он реально тяжелый. Если ты его одной рукой не понесешь, как с ним заходить, даже кнопку в поезде не нажать. Это нереально, 5 пересадок нереально. Мы сейчас пойдем, я даже не могу одновременно это все взять в руку. Ну, как бы, может порваться эта ручка. Ну что, друзья, то, зачем мы приехали, мы получили. Смотрите, это пылесос. Я не думаю, что я его достану сейчас, просто покажу вам, он замотан там кулек, вот такой Makita, хороший производитель, ну бэушный, понятное дело, но нам его бесплатно отдали. Он рабочий, все с ним хорошо. Фильтр почистить немножко, там есть пакеты, для него продаются, они недорогие, там 5 евро, 5 штук, и их хватит на один объект, например, нам так сказали. Сейчас я буду это все упаковывать, у меня скотч есть. И вот инструмент, шлифовальная машина, жираф. То есть, почему жираф? Потому что длинная ручка, раскладная длинная ручка. Вот сама шлифмашина круглая такая, крутится диск, а это к ней ручка раздвижная, вот. И оно сразу шлифует, и пылесос по шланге втягивает пыль. Короче, это для того, чтобы шлифовать стены без пыли. Представляете, вы шлифуете, а пылесос у вас всю пыль сразу собирает, и в квартире нету пыли. Это, в общем, классное приспособление для такой работы. И шпателя еще покажи какие. Ой, и он нам отдал такие специфические шпателя. У нас в Украине таких нет. Мы таких не видели раньше. Смотрите, в чем специфичность их? Потому что ручка очень, очень странная. То есть она, видимо, удобная. Вот так вот держишь, вот так, и вот так шпаклюешь. Я с такой ручкой еще не видел шпателей. Представьте, вот так. В принципе, достаточно удобно. Так ты можешь брать в любом месте, вот так, можешь вот так вот взять. Жаль, мы не смогли посмотреть объект внимательно, потому что на объекте посторонние люди присутствуют, там мебель привезли, в общем, нам не удалось рассмотреть стены и все остальные нюансы, но, собственно говоря... И пришел хозяин. Да, Утром он говорит, никак не ожидал, что придет
хозяин и так рано. Да, Просто там очень много работы, поэтому он прям с утра пришел. В общем, нам не везет, наверное, это как-то. В общем, не вышло Да. у нас рассмотреть объект. Ну, в принципе, мы заглянули, мы туда заходили, там квартира, просто стены пошпаклеваны под покраску. В общем, что там смотреть такого? Ну, Мы могли белые материалы стены, еще, да. какие-то посмотреть, какие используют материалы человек. Он Это бы да. рассказал еще что-то. Мы так надеялись, специально встали в 6 часов, чтобы. Ну, ничего. Пораньше, да. Ну, наконец, миссия выполнена. Мы упаковали наш подарок. Нам подарили такое. Мы, кстати, тоже без подарка не обошлись. Мы человеку немножко подарили там кофе. Ну, такое съедобное, питейное. Конечно, его подарок гораздо больше. Это новое, стоит около 300 евро. Почему мы не приехали за таким тяжелым грузом на машине? Мы не рассказали, потому что мы посчитали, что 500 километров в одну сторону, в две стороны уже 1000 километров, это, знаете, сколько? Это 150 евро на бензин только. Плюс еще парковки, плюс еще, возможно, штрафы, потому что незнакомый город, всякое такое по автобану. В общем, это напряг сильный, поэтому, ну, слушайте, мы покупаем, ежемесячно оплачиваем наши проездные на Deutsche Bahn. Поэтому, получается, зря мы платим, что ли. Сейчас мы проехали сюда бесплатно, ну, то есть по проездным, назад тоже так вернемся. Единственное, придется вот это вот сейчас отправить, и мы узнаем, во сколько нам это обойдется. Мы не нашли пакет-шоп Гермес, но нашли DHL. Вот здесь DHL. Но насколько я знаю, что не каждое отделение DHL принимает крупный груз. Они могут только мелкое принимать. Поэтому сейчас мы спросим, кто его знает, как они себя поведут. Возможно, они скажут, езжайте на какое-то крупное отделение. Ну, Но спросим, поедем. я уже устал с этим мотаться. Мы тут А прошли. ты говоришь, 8 часов езды по разным Да. электричкам мы никак не сможем. Сейчас попробуем. Hallo, morgen. Так, Da адрес. kommt Ihre Anschrift hin und Ihr Name, Ihre Anschrift und da des Empfängers. Kleingeld. Haben keine Hause. Nein, Sie haben keine nein, kein Hause. Haus, kein Haus. Und Sie schlafen hier, oder? Sie geboren in Deutschland Ja. und alles. Bitte, nicht jetzt. Окей. В общем, мы сдали сейчас свой груз через DHL. Обошлось это нам в 30 евро. Через 3 дня, о боже, тут парень прямо возле пакет-шопа спит. Мы спрашиваем его, холодно же спать? Он говорит, да, холодно. Мы ему дали пару евро на кофе сейчас. В Мы общем, говорим, купить тебе кофе, он говорит, да, у меня уже 7 евро есть. да. Кто-то дал, видно. Вообще ужасно, В общем, вот он представляешь? пошел в другое место куда-то со своей постелью. Дортмунд, один из крупнейших городов Германии, входит в десятку, занимает 8-е место по численности населения. В прошлом промышленный город, в котором занимались добычей угля и производством стали. В общем, это был такой мощный, задымленный, как говорят, город, потому что здесь металлургические заводы производили сталь на угле. Потом эта эпоха ушла в прошлое, сейчас это город, который славится IT, биомедициной и логистикой. Здесь очень много складов. Одним словом, здесь движуха. Такой себе немецкий рабочий город. Мы прям это чувствуем, что здесь все по работе снуют, нормально все ездит, все функционирует.
Вот этот крылатый носорог – это символ дортмундского концерт-хауса. Наверное, мощный концерт-хаус, раз везде да. поставил этих носорогов. И это как бы превратилось в некоторый символ самого Дортмунда. Это новый такой знак. Это символ города, да. Да. А вообще Дортмунд очень известен как футбольный центр. Я вообще сам не фанат футбола и практически не разбираюсь в нем. Первый раз услышал название Боруссия. Это такая местная футбольная команда, насколько я понял. И здесь еще есть несколько футбольных клубов. Вообще здесь очень уважают футбол. И есть большая арена. По дороге к ЖД вокзалу нам попалась церковь Святого Петра. Она построена в готическом стиле. Смотрите, какой у нее высокий длинный шпиль. Говорят, что при постройке этой церкви было соревнование двух церквей. Здесь где-то рядом еще есть церковь Святого Ринальдо. И там тоже строили очень высокий шпиль. И кто выше сделает, это у них было такое соревнование в средние века. И здесь алтарь очень известный, называется «Золотое чудо Вестфалии». Можно было бы зайти, если бы мы не спешили на поезд. Это очень большой город, и посмотреть его весь нужно много времени. Нам сказал человек, что здесь есть улица Красных Фонарей, и на ней надо обязательно побывать. Но мы не успеваем. Не успеваем. Поэтому мы просто пойдем на вокзал. Bitte rechts aussteigen. Please exit on the right-hand side. Не успели мы приехать к себе домой, как нам пришло извещение о том, что посылка прибыла. И она прибыла в наше почтовое отделение, которое прямо рядом с нами. Но мы все равно машиной подъехали для того, чтобы погрузить пылесос. Сейчас пойдем и заберем его отсюда и покажем вам, какой он внутри, что там за пылесос, а то мы так и не рассмотрели это. Ausweis haben Sie mir dabei? Darf ich nur abscannen? Okay, ich muss Paket nur abscannen, bitte. Passt? Sie dürfen mir dann einmal noch unterschreiben. Запечатывал ее хорошо, смотри. Доехал, не порвался. Кстати, шлифовальная машина тоже сегодня приедет, но она придет на пакетную станцию возле вокзала. Сколько дней прошло? Ну как, на второй день прибыла. На следующий день после того, как мы вернулись из Дортмунда. То есть мы вернулись поздно вечером в 9 часов, а посылка уже на следующий день в 2 часа была здесь. Была уже здесь, да. Так, смотрите, что мы тут имеем. Это шланг, который идет от пылесоса к шлифовальной машине. Вот так подключается туда, и тогда шлифовальная машина все качает в пылесос. Так, это мы уже показывали, это специальные шпатели нам подарил человек невиданной конструкции. Невиданной красоты. Невиданной красоты. Очень удобно держать, кстати. Их два таких шпателя разного размера. И вот сам пылесос. Он очень пыльный, конечно. Посмотрите, какой красавец. Не хотел дома доставать, потому что, видите, он весь в пыли. Это кнопка, это подключение. Его надо будет хорошенько почистить. Какие-то насадки еще есть.
полный комплект. Спасибо большое. Спасибо большое нашему Наш новому друг. другу, да. Это суперный подарок. Мы, конечно, не приступим сразу завтра же к работе с этим пылесосом, но, возможно, он нам в будущем пригодится, потому что все зависит от того, что нам скажут с нашим долгом. Если нам дадут долгую рассрочку на несколько лет, и мы сможем выплачивать это И с сможем денег, работать на YouTube, да? да, с денег, которые приходят с YouTube, то тогда это одно дело. Мы, может быть, пока не будем трогать пылесос или понемножку работать. А если, конечно, с нас потребуют деньги прямо срочно и много, то нам придется, наверное, тогда вообще YouTube подзаморозить немножко и переключиться на такую работу, потому что, как говорит наш новый друг, на ней заработать можно гораздо больше. Там можно и 6 тысяч евро в месяц зарабатывать. Ну, наверное, не сразу, нужно наработать клиентуру, вот, и Подучить язык, подучить язык обязательно, это очень да. важно. Но наши зрители просили нас не оставлять YouTube, потому что, ну, тогда... Что мы будем смотреть по Да. воскресеньям? Если мы пропадем с экранов, Да. вам будет неинтересно просто, вы же не узнаете про дальнейшую нашу судьбу, поэтому мы по-любому либо будем совмещать это как-то, либо же пока, может быть, без этого и обойдемся. Но применение этому найдем по-любому, и, в общем-то, не буду заранее ничего рассказывать, как жизнь повернется, сами мы не не знаем, знаем. да. И просто продолжайте смотреть наши видео, подпишитесь, поставьте лайк, друзья, если хотите продвинуть наш канал. Кстати, скоро уже 100 тысяч подписчиков. Осталось 700 человек, подписывайтесь. Возможно, в воскресенье, когда вы это смотрите, в день православной Пасхи, у нас уже будет 100 тысяч подписчиков. А если нет, то подпишитесь, пожалуйста, чтобы наш канал уже дорос до этой цифры, и мы получили серебряную кнопку. И рекламодатели, глядя на то, что у нас 100 тысяч подписчиков, охотно предлагали нам на рекламу свои продукты, свою продукцию. И тогда мы сможем зарабатывать на YouTube больше и раздадим все долги перед Германией. Будем жить дальше счастливо и И весело. сказки конец, а кто слушал, молодец. Представляете, я сейчас пока шел с вокзала, нес вот этот инструмент, который называется жираф, повстречал своего друга, который работает в этой же сфере. И выяснились очень интересные детали. Оказывается, даже если я захочу работать, вот гипсокартон крутить без всяких мастер-брифов, короче, не нужны никакие разрешения. Но если я хочу найти какой-то заказ, то у меня это не получится, потому что вот нужно самому закупать материал на объект. И скажи, какие суммы нужны, если ты большой объект Сумма берешь? гигантский, потому что, ну, вообще цена в магазинах, и то, если у тебя есть хорошие скидки, Мгм. ну, скидка будет, ну, максимум 20%, если ты занимаешься таким бизнесом и постоянно закупаешь материал, у тебя будет 20% скидки. Но это тебя сильно не спасет, потому что если ты берешь какой-то, допустим, офис Мгм. небольшой, то, ну, там все равно квадратура приличная, и надо весь материал купить самому, все, полностью. Гипсокартон, шпаклевку, грунтовку, все купить полностью. Это тебе, конечно, потом вернется, когда ты уже полностью заказ сдашь, тебе вернется это, конечно, деньги твои. Ну сколько приблизительно Но- надо хотя бы вложить? Ну, я не знаю, ну, надо по-любому 50 тысяч евро. 50 тысяч евро, чтобы начать какой-то офис взять, такой, Да, знаешь, ну, да. то есть, И то это, приблизительно, мне кажется, это минималка. скажем, по полу квадратов 60, да, и там стены, потолок надо обшить. Вот, и... вот вчера я поехал в магазин купить саморезов. Мгм. Ну, такие семечки, бложки называются, профиля крепить. Мгм. Упаковка 1000 штук, стоит 300 евро. Да. А ты мне говорил, у вас был объект, который вы не взяли из-за чего? Возле Ульма. Да, мы не взяли, потому что там надо сразу 1,2 миллиона или, ну, хотя бы 1 миллион евро. Да, надо 1 миллион евро, На потому материал. что, ну, большие офисы, и работы там, ну, прилично так, может даже на 2 года Ага. работы. Очень много.
Ну, я Там, понимаю. потому что там не только гипсокартон, там и плитка, там и сантехника. Ну и все это на тебя вешается, и получается, что ты должен это все Я закупить. понял. Я чуть-чуть поясню нашим зрителям. Человек работает на фирме, не сам на себя, а на фирме. Да, И да, да. шеф не смог найти такие деньги для того, чтобы взять этот объект, потому что нужно сразу вложить 2 миллиона евро в материал. Тебе потом Ну, это отдадут. дорого даже для любой фирмы, как бы немецкой, ну, обычной, которая просто занимается ремонтами. Я не говорю про корпорации. Есть корпорации, которые Ну да, занимаются ремонтами, которые нанимают таких вот участников, как бы, да. Мгм. Вот. Они Слушай, имеют такие деньги. Но я немножко расстроился даже. Я думал, Да, я да. сейчас тут найду заказик себе возьму. Но это, короче, я потяну заказик, только если мне надо будет вложить только, скажем, Не, там, может какое-то социальное жилье ремонтировать, да? Мгм. От Ротхауса, там, ну, от города, ну, как бы тебя могут нанять. Тогда да, там деньги, я думаю, небольшие. Мгм. Там как бы побелить, покрасить. И мне надо будет немножко купить, тогда у Да, меня хватит. да? немножко, да. Но практика такая, короче, заказчик здесь сам материал не покупает. Вот в чем весь фокус. А я этого не знал. И уже такой губу раскатал себе Да, нижней. да. Слушай, ну Ну, спасибо тут даже тебе. чуть-чуть, ну как чуть-чуть, тут такие цены, ну, вы сами понимаете, Да, какие да. цены. Вот в этом моменте абсолютно не как у нас. У нас там обычно берут с заказчика деньги наперед, потом Да, закупают. А здесь что, заказчик отказывается наперед давать деньги, получается? Да? Ну, тут такого нет. Просто не принято. Да, Да? да. Вот такая история. Сегодня все православные христиане празднуют Пасху. По этому случаю Лада напекла нам пасочек. Сразу скажу для тех, кто называет Пасхи куличами. Куличи это в России, а в Украине У называют нас их Пасхи. да, Пасхи. Поэтому мы печем Пасхи. Лада постаралась, сделала 3 штуки больших. Дело в том, что в Германии уже Пасха прошла, их Пасха. И здесь не продаются вот такие вот. Их не купишь нигде, тем более таких. Да, таких как Лада делает вообще нигде нет. Нет. Зато в Германии круглый год продаются крашеные яйца. И это не потому, что они круглый год празднуют Пасху, например. Нет, просто крашеные яйца обозначают то, что эти яйца вареные. Они лежат в любом супермаркете, и именно по покраске можно их отличить от сырых яиц. Вот. И это самый обнадеживающий праздник на земле. А этот праздник обещает нам Царствие Небесное. Поэтому мы хотим всех поздравить. Поздравляем вас с Пасхой, чтобы у всех наконец-то настал мир, Да. покой, у всех появилась надежда, оптимизм и вера в будущее. Это мой любимый праздник, единственный праздник светлый в году. Ну вот такой, который, ну вот праздник-праздник. Сейчас мы посмотрим, что у Лады получилось. Попробуем просто, разрежем. А то мы уже похвалили, а вдруг она не вышла. Давай. Не Ладно. пугай меня. Вот, смотрите, их 3 штуки. Это вот такая.
красавица здесь на столе, сейчас Лада ее разрежет. И еще вот две красивых стоят здесь у нас про запас. Нет, не совсем лампа поломалась. Ну, будет крошиться, потому что она очень сдобная и рыхленькая, да? Тебе вот эти яйца Наверно. мешают резать, Лада, давай. Так, это как тортик. Ну, смотрим. Большие куски. Поменьше можно. О, ну а красиво как, мам. Думаешь, ты не съешь, что ли? Да съем. Первая паска маме. Спасибо. Первый кусочек паски маме. Спасибо. Пробуй и скажи свое слово, насколько она съедобна. Я вже бачу, що вона съедобна і дуже добра. Ну, Ольга Класс. Владимировна. Она достаточно сладкая? Сладкая. Мягкая? Мягкая, сладкая. Пушистая. Пушистая. Ага, вкусная. Ура! Ну все. Смотри, она воздушная вся. У нас же еще праздник сегодня. Мало того, друзья, у нас сегодня 100 тысяч подписчиков. Представляете? 100 тысяч подписчиков. Друзья, спасибо вам огромное. Это, в общем, на последних видео очень много подписалось. И добили вы наш канал до 100 тысяч. Мы очень благодарны. Это благодаря вам. Спасибо. С праздником. Ольга Лукинична, главный наш ютубер. Звезда ютуба, Звезда. мама Оля.